Друзья, всем привет, на связи. Киев, Украина, 23 февраля. Но, скорее всего, это видео выйдет позже, потому что сейчас 6 вечера. И я думаю, на обработку и монтаж видео нужно время. В этом видео я пройдусь по Русановской набережной. Мы посмотрим ее немного с другой стороны, со стороны ресторанов и кафе. Все привыкли гулять в пятницу вечером, в выходные, именно по Русановской набережной. Сзади меня мост Патона. И вот там начинается Русановская набережная. Возможно, я туда тоже перейду и покажу атмосферу. Но в этом видео у меня немного другой посыл. Посыл следующий. Сколько людей, сколько денег, сколько ресторанов, сколько кафе. Двойная сплошная, плевать. Сколько кафе работают в Киеве в пятницу вечером, сколько людей там сидит, сколько они денег на это тратят. Ну, а пока мы начинаем наш экскурс, не забудьте палец вверх, не забудьте подписаться, потому что если вы попали в это видео, я думаю, что вам тут понравится. И не забудьте поставить какой-то коммент, оставить коммент, который помогает развитию канала. Не знаете, какой коммент оставить? Напишите просто одно слово «Андатра». Погнали! 23 февраля, зима, а на улицах Киева уже появляются прокатные самокаты. Я удивлен. Сказать, что я удивлен, ничего не сказать. Я постараюсь не сильно трясти руками, потому что освещение приглушенное, и, как правило, при таком освещении может быть тряска. Ну уж извиняйте, как есть. Параллельно с этим, параллельно с экскурсом, с описанием, с наблюдением по ресторанам и по кафе, я хочу сейчас затронуть зарплаты и пенсии украинцев. Сейчас я возьму телефончик, я выписал себе циферки, и мы посмотрим. Кафе True Price на Русановке. Смысл в нем следующий. Вы покупаете, вы кушаете, а в конце вам приносят, условно говоря, людей там было немного, но были. Итак, что касается зарплат. Средняя зарплата в Украине в 2023 году составила 17 937 гривен. Это примерно $468. По обещаниям, по прогнозам, по планам, в 2024 году зарплата должна составить 21 800 гривен. Это $570. Минимальная по Украине зарплата возможная 6700 гривен. Это $175. Вот такой вот у нас бургер, или что это такое непонятное, дочь, фреш, не фреш. Вот, посмотрите, покажу вам цены. Цены у нас следующие. На бургеры 279. Доджерс чизбургер 289, граммовку я не вижу. Ну, я думаю, что за такую цену, скорее всего, это будет не маленький бургер. Это типа салаты, хрумка картопля в специях, под сырным соусом 99. Крыло буффало. Курячие крылья карамелизованные 190. Не понимаю, почему нельзя написать граммовку. Унаги, суши 230 грамм 320 гривен. Червоный дракон 385 гривен 300 грамм. Сэндвич Санта-Моника 239, Калифорния 299. Сосиска Мистер Джонсон. Сосиска мистера Джонсона стоит 269 гривен, вы поняли, да? Нью-Йорк, карамелизована цибуля под теплым сырным соусом 209 гривен. Людей я, честно, не вижу. Потому что, в принципе, это не то заведение, где сейчас люди сидят. Спереди у нас будет как раз те заведения, я еще до них не дошел, но
Гарантирую, что вы очень удивитесь количеству людей в пятницу в 6 часов вечера. Почему я выбрал это время? Потому что в субботу и воскресенье ходить тут все логично. Тут количество людей, оно будет большим, потому что люди отдыхают, все на выходных, все от работы и так далее. Ходить в будни днем или в будни утром тоже не фэншуй, не алё, потому что сами понимаете почему. Это разве что офисные сотрудники, которые вышли на обед. А вот вечером в пятницу, когда люди выдохнули наконец-то после тяжелой трудовой или, возможно, не очень недели, мне кажется, это как раз показатель. Вот такі цирульні. Стрижемо, голимо, наливаємо. И рядом сразу буфет. Продукты, тютюн, напои. Из цирульни вышел и пошел. Электросамокат, не знаю, как их правильно назвать, в принципе, никто им не запрещает ездить по тротуарам, потому что, по сути, это даже не бензоскутер. Но скорость, которую они способны развивать, опасно. Скажем так, одним словом, опасно. Потому что даже если 30 км в час, это для детей, для их родителей, это весьма опасно. Говорю как моноколесник, у которого колесо способно ехать до 50 км в час. С той стороны ресторанчик, пока что терраса еще открыта. Имеется в виду, не закрыта. Когда она будет закрыта, тогда люди начнут там заседать. Опасный переход, хотя освещен, хотя подсвечен, хотя выделен. Но частенько встречаю новости о том, что тут то одного сбивают, то второго, то третьего. По той стороне люди паркуются, видите, да? Парковщики, паркуны, красненькая машинка, синенькая машинка. Хотя там висит знак, нельзя парковаться. Куда смотрят эвакуаторщики, неизвестно. Так, не будем о грустном, будем о веселом. Пока мы, опять же, не дошли до наших ресторанов, вернемся к вопросу зарплат. Значит, средняя зарплата по Украине 570 долларов в 2024 году и в 2023 468 долларов. Но вы же понимаете, что эта зарплата, это усредненная, то есть это между уборщиком каким-то, да, который получает, я образно скажу, там, да, 100, который получает 200 долларов, и между, условно говоря, каким-то крутым депутатом, начальником, который получает в 10 раз больше. Вот это усредненное значение, вот эта усредненная цена, это 468 долларов. Минимальная 175. Песто кафе. Очень удобное заведение тем, что там есть возможность детей отвезти. Видите, все с детьми. Там есть игровая комната, стеклянная перегородка. И очень удобно наблюдать за детьми, пока вы трапезничаете или что-то празднуете. Люди только собираются. Сейчас на часах 6 часов 11 минут. То есть те, кто работают до 6, они закончили работу, и они выдвигаются на встречу. Пецо, ресторан, пекарня. С 11 до 10 вечера работает. И, может быть, вам не видно, но процент заполняемости сейчас, я так прикидываю, не буду вламываться, не буду как этот какой-то дикий через окна совать GoPro, но процент вот по заполненности, вон, видите, курточки висят, наверное, процентов 30 от силы сейчас. Это немного. No panic. Кафе. Небольшие кафешки летом пользуются популярностью. Барный столик, видите, стоит. Не нужно в духоте сидеть, можно посидеть снаружи. Не
многие места Киева, многие локации Киева могут похвастаться кулечками и мусорниками для собачек. Русановская набережная – положительное этому исключение. Для сравнения, чтобы вы просто понимали, я скажу зарплаты не по Украине, а по городам. Потому что вы же понимаете, что в Киеве зарплата одна, в других городах другая. Это типа салон, я так понимаю, красоты. Видите, там ногти что-то делают, маникюры, брови и все остальное. Зарплаты. Киев, это средние по городам, 22 500 гривен. Днепр, 19 300 гривен. Запорожье, 16 с копейками. Львов, 20 тысяч. Одесса, 19. Харьков, 18. Винница, 17 тысяч гривен. Ужгород, 20. Хмельницкий, 17. Чернигов, 16. Крапивницкий, 16. То есть, видите, разбежность, да, в зарплатах. Зарплаты по категориям в Украине. Руководство среднего звена 20 тысяч, дизайн, творчество 20 500. Я вставлю то, что я сейчас читаю, чтобы у вас наглядно было перед глазами. Не буду все подряд читать, потому что это может быстро надоесть. Маркетинг, реклама 23 500, медицина, фармацевтика 20 тысяч, рабочие специальности, производства 20 тысяч. Вот такие вот по категориям у нас зарплаты. А теперь скажите мне, дорогие друзья, только что мы были возле ресторанчика, да, там, где мы бургеры смотрели, по 300 гривен, по 250 гривен. Вот даже если взять зарплату 200, 20, не 200, а 20 тысяч гривен, сколько человек, получающий зарплату 20 тысяч, может таких бургеров себе купить за месяц? Я думаю, что, очень немного. Вот, кстати, счастье на Русановке постоянно забитое и постоянно с огромным количеством людей. Очень респект выражаю еще с зимы. У них осталось, видите, и елочка, и собачка, и очень круто это все сделали. Даже и смывать страшно. Давайте посмотрим, что у нас тут по ценам. По ценам у нас, если вам видно, не видно, карпаччо с вяленой вишней 138, салаты 288, хорошо, хоть есть граммовка, 220 грамм. З яловичого язика 278, мясо, качина нишка с запеченным яблоком 308 гривен. Свинина с чесноком 268 гривен, это 300 грамм. Гарниры, картошка 75 гривен 150 грамм, пюре 75 гривен. Супы, суп с фрикадельками 158, это 400 у нас грамм. Борщ зеленый 168, 400 грамм. Борщ 178, 400 грамм. 400 грамм борща, это в принципе, не бидон, но как бы немало. Голубцы ясни 238, это 250 грамм. Переходим на десерты. По десертам у нас 150 грамм медовик 145 гривен, киевский десерт 150 грамм 159 гривен, и какие-то пирожки 148 гривен. Я сфотографирую для вас, чтобы вставить это. Со мной только что стояла пара и выбирала, зайти им или нет. Внутри по заполняемости я так заглянул, процентов, наверное, 20. Я, честно, ожидал большего. Я ожидал, что, по крайней мере, даже вот в этом ресторане будет намного больше людей. Это, знаете, это как обычно, когда берешь от дождя зонтик, то дождя никогда не будет. Когда
зонт не берешь, то всегда падает дождь. Точно так же и сейчас вместе с вами мы идем. Обычно количество народу просто такое, что найти свободный столик возможности не представляется. И я не утрирую, я не преувеличиваю. Реально так и есть. Сейчас то, что я вижу, ну, не знаю, может быть спереди, вот у нас есть еще 3 там локации, 3 ресторана, которые пользуются у людей популярностью. Может быть, там будет больше людей. Но сказать о том, что из ресторанов вываливаются люди, честно, я не могу. Мы проходим, уже прошли, наверное, половину Русановки. Русановской набережной, только повторюсь, что мы ее идем не по берегу, вот там вот среди сумрака, а мы идем мимо ресторанов. Вот Мушля. Это Мушля, та, которая славится морскими изысками, морскими деликатесами. И вот, посмотрите, люди, может быть, думают, что я их не вижу через затемненное стекло. Ну, процент вот сейчас заполняемости, наверное, процентов 60 занято столиков, слева, справа. Немного людей за каждым столиком, но сидят, трапезничают. Свободного столика вот отсюда я вижу только 2. Один из них вот с краю угловой и барная стойка. Больше я не вижу там свободных столиков. Это у нас морские. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I would. Это у нас на набережной, моменты на набережной. Кто-то работает с ноутбуком, кто-то попивает коктейли. Ну а мы посмотрим цены. Так, по ценам у нас сніданки. Базовий сніданок 185 гривень, входить відварені яйця, домашній хліб, збите вершкове масло. Європейський сніданок 300 грам 255, яйця варені і так далі, так далі, так далі. Сирники 210 гривень, 300 грам. Вареники з вишнею 195. Цезарь с беконом и куркой 235, это 280 грамм у нас. Цезарь с креветкой 285 гривен, 260 грамм. Супы. Грибной крем-суп 175 с трюфельной пастой. Домашний борщ 165 гривен, 460 грамм. Друзья, полкило супа. 460. Средняя тарелка, ну такая вот суровая, знаете, вот тарелка. Я привык, что она около 300 грамм. Тут 460. Кто не смотрит на граммовку, тот, наверное, будет очень рад. Основные стравы 465 гривен, 245, извиняюсь, гривен. Это куряче стегно, запечено в вершково-чесниковому соусі. Сувлаки с куркой 285, люля-кебаб запеченную картоплею с томатами 480 грамм 315, паста болоньезе 245, карбонара 245 350 грамм, пицца 590 грамм 245 гривен. И пошли больше в зависимости от начинок. С лососем, каперсами и крем-сыром самая дорогая 345 гривен. Кава латте 75 гривен 350 грамм. Какао 99 гривен 300 грамм. Что у нас еще есть? Бейлис 50 миллилитров 150 гривен. Глинтвейн 135 гривен. Круассаны, до круассанов еще дело не дошло, но в моментах людей завались. Если вам видно, если вам не отсвечивает, то вы видите, что в чачварня занято почти все. Занято все, процентов, наверное, на 90. По крайней мере, возле окон. Что внутри там творится, да, в глубине, назовем так, я не знаю. Но
возле окон Кто не знал? все подзабито. Вот в левой части есть столики, но, скорее всего, они, наверное, в резерве. Друзья, как вы видите, основные локации, вот, которые действительно пользуются популярностью, вот последние, да, ну, крайние, самые, вот, которые мы прошли, моменты там и так далее, они действительно забиты. И это на минуточку вечер пятницы. Это на минуточку еще даже не 7 часов вечера, это не даже 8 часов вечера и даже не 9 часов вечера, когда люди действительно после с работы все доедут, все смогут и все встретятся. Недавно отремонтированный, отреконструированный Краків, киевский культурный кластер. Ни разу в нем не был, ни разу не заходил. Возможно, в одном из следующих роликов туда забегу, посмотрим, изучим, что это такое. Это место, локация, где могут и работать фрилансеры. Это и место, где могут посмотреть какие-то фильмы. Ну, короче, там куча всяких опций, которые соединены все и в одном месте. Друзья, несмотря на то, что, в принципе, еще где-то треть Русановки у нас спереди, но там больше ресторанов нет. Все рестораны у нас остались позади. Почти все я их вам показал. Думаю, количество людей вы поняли. С чем связано тот факт, что в самом начале было мало людей, имеется в виду в ресторанах, скорее всего, с тем, что спереди, куда я сейчас иду, там метро. И люди, которые идут с той стороны, получается, они заседают, они приземляются как раз в тех ресторанах, которые ближе к метро. С той стороны, откуда я шел в самом начале, там метро нету. Там ничего нет. Ну, туда никак нельзя попасть. Единственное, пройти через всю вот эту Русановскую набережную. Может быть, из-за этого. Но, повторюсь, по моим наблюдениям, количество народу, оно зашкаливает. И сказать о том, что люди бедствуют, люди как-то что-то себя ущемляют в чем-то, по крайней мере, те, которые там сидят, уж точно этого не испытывают. Что касается зарплат, что касается огромнейших цифр в $480. Для кого-то это цифра, которую он может потратить только на себя. Для кого-то это цифра на всю семью. Насколько человек может откладывать с этой цифры на какие-то поездки, на какой-то отдых, честно, очень сомневаюсь. Вот честно. Напишите в комментариях, интересно услышать, интересно узнать, а какая у вас зарплата. Если не хотите писать конкретно про вас, ну напишите какую-то вилку цен вот для вашей специальности. Напишите, кем вы работаете или какая сфера, какое направление, какая область, да, там, не знаю, сантехник, не сантехник, что-то. И напишите вилку зарплаты от и до, которую вы получаете. Желательно было бы неплохо, конечно, сразу в долларах, чтобы мы с вами, читающие ваши комментарии, не брали в руки калькуляторы. Если вам видос понравился, если вы хотите поддержать развитие этого канала, мой стимул, мотивацию к съемке новых видосов, обязательно палец вверх поставьте. Поставьте вподобайку, напишите коммент, дайте фидбэк, чтобы у нас был диалог, и подпишитесь. Потому что если вы смотрите это видео, я удивлен, почему вы до сих пор не подписаны. До новых встреч, новых видосов, всем пока.